Глава 117. Селянь продолжил. Осмелюсь предположить, что имя студента один иероглиф Сюань. К тому же гороскоп его рождения полностью совпадает с гороскопом его превосходительства, повелителя ветров. Чтобы украсть небо и подменить солнце, обманом заставить императора переплыть море, не каждый подойдет для подмены. Необходимо найти человека, соответствующего особым требованиям. С того момента, как истинный божок-пустослов впервые обнаружил Ши Цинсюаня и задал ему 3 вопроса, он накрепко запомнил 2 вещи. Первое — имя его жертвы содержит иероглиф Сюань. Второе — гороскоп рождения жертвы. Но в лицо мальчика он не знал, поэтому попросил Ши Цинсюаня подойти, чтобы рассмотреть того поближе. Тогда помощь в лице брата подоспела вовремя, и кроме первых 2 фактов, твари не удалось узнать больше ничего. Значит, для того, чтобы найти человека, который займет место Ши Цинсюаня и тем самым отведет от него опасность, необходимо искать мужчину, родившегося в 1 год, 1 месяц, 1 день и одновременно, что и Ши Цинсюань, и, более того, с именем, содержащим в себе иероглиф Сюань. Найти такого козла отпущения слишком трудно. Но мир огромен, брось все силы на поиски, и, возможно, искомое отыщется. Воспользовавшись положением великого повелителя вод, Шиуду закинул сети и действительно нашел подходящего человека. Да к тому же такого, который обладает способностью к вознесению и вскоре должен встретиться с небесной карой. Как можно упустить столь прекрасную возможность? Чем проводить время в тяжких тренировках, почему бы не избрать легкий способ? Нельзя упускать шанс, который, возможно, никогда больше не представится. На этом моменте Мин и тоже кое-что осознал, и его лицо постепенно сделалось суровым. Ши Цинсюань же вначале все кивал, а потом вдруг вспомнил одну деталь и посмотрел на Хуачена, что стоял, прислонившись к двери. Все-таки это не тот разговор, который следовало бы вести в присутствии демона. Однако Хуачен, скрестив руки на груди, с улыбкой ответил: «Ваше превосходительство, повелитель ветров, не нужно так смотреть. Вам следует остерегаться не меня, поскольку я здесь совершенно ни при чем. Лучше озаботились бы, чтобы более никто в чертогах верхних небес не прознал о темном секрете вашего многоуважаемого брата». Мин и мрачным тоном произнес: «Так значит, у тебя действительно есть лазутчик в чертогах верхних небес?» Хуачен безразлично ответил: «Я думал, тебе давным-давно это известно». Повелителя Земли отправили в призрачный город именно для того, чтобы прояснить сей факт. Но, судя по всему, лазутчик скрывался очень хорошо, и даже за более чем 10 лет не удалось выяснить, кто же этот шпион. Но раз Хуачен сказал, что он здесь ни при чем, Селянь, разумеется, сразу поверил и не стал думать лишнего. Однако на фразе «лучше озаботились бы, чтобы более никто в чертогах верхних небес не прознал о темном секрете», Селянь вдруг вспомнил еще один подозрительный момент и спросил повелителя ветров: «Ваше превосходительство, и все же почему той ночью в башне пролитого вина вы открыли дверь, нарушив защитное поле? Кто-то приказал вам это сделать?» Кто именно? Ши Цинсюань ответил: «Да. Это был истинный божок-пустослов. Он заговорил со мной и первым же делом». Селянь убрал руки в рукава и перебил: «Но как он узнал ваш пароль для духовного общения?» Мин и с потемневшим лицом произнес: «Да ведь он же сам целыми днями только и делает, что повсюду заводит себе друзей. Есть у него время, нет у него времени, с каждым гораст перекинуться парой слов». Болтун, напрасно обвиненный Ши Цинсюань, воскликнул: «Мин Сюн, ты не можешь так говорить, ведь со мной общаются только чиновники верхних небес, а этой твари я не выдавал о себе ничего». Селянь вмешался: «И если истинный божок-пустослов многие годы провел в спячке, а пробудившись вновь, смог во всех подробностях раскопать такой секрет повелителя вод, добыть пароль повелителя ветров для него не представило бы сложности. Наверняка кто-то выдал ему ваш пароль, неважно, намеренно или случайно. Мы можем поискать в этом направлении». Мин и снова заговорил: «Итак, ты разглядел, что он из себя представляет. Что он сделал после того, как заставил тебя выйти?» У Ши Цинсюаня, кажется, разболелась голова. «Я не знаю, как он выглядит, он применил заклятие, и я не смог рассмотреть.
Он описал все очень пространно, так и не сказав, что именно увидел, и Мин и сразу посуровил. Селянь догадался, что Ши Цинсюань видел что-то наподобие картин кровавого шествия, описать подобное действительно непросто. Спустя некоторое время Ши Цинсюань вздохнул: «Я ни на что не годен. Если бы я смог вознестись своими силами, ничего этого не случилось бы». Изначально судьба Ши Цинсюаню предназначалась, по меркам простых смертных, довольно хорошая, иначе истинный божок-пустослов не приглядел бы его в качестве жертвы. Но, к сожалению, подобная судьба была очень и очень далека от вознесения, ведь людей с потенциалом к попаданию на небеса покрывает аура особой духовной ци, нечеловеческим существам трудно к ним подобраться, да и какая тварь захочет прогневать будущего небесного чиновника, сможет ли человек вознестись, вопрос совершенно не касается того, насколько он умен. Какие бы усилия ни прикладывал умник, вовсе не обязательно, что ему удастся попасть на небеса. Тем более, процесс не зависит от количества примененных артефактов и сокровищ. Иногда судьба бывает именно до такой степени несправедливой. Десятилетия учебы в тяжких условиях не приравняют тебя к тому, кто от природы наделен живым творческим умом и талантом красноречия. Столетия, проведенные в поте лица над трудом, в который вкладываешь всю душу, не позволят сравниться с тем, кто по щелчку пальца способен постичь неведомые тайны бытия. И если уж не суждено, то не суждено. Сколько бы средств ни потратил повелитель вод на своего младшего брата, и если не изменить саму судьбу, вполне возможно, что его потолком стали бы средние небеса, и самое большее, он бы дослужился до командира отряда младших небожителей. Безграничная слава, которой достиг повелитель ветров, целиком заслуга брата, который украл для него то, что предназначалось другому человеку. Нетрудно догадаться, какие эмоции испытал бы виновник, узнавший правду, при наличии хоть малой талики совести и самоуважения. Если бы не он, каким ореолом славы был бы окружен сейчас тот, кому по праву принадлежала эта судьба? Стоило селяню задуматься об этом, и в его голове вдруг сверкнула вспышка осознания. Он сказал: «Нет. Ваше превосходительство, откройте дверь, вас заставил вовсе не истинный божок-пустослов». Ши Цинсюань поднял на него взгляд. Но по голосу это точно был он, я не мог ошибиться. Селянь ответил: «Нет-нет, если голос принадлежал ему, еще не означает, что говорил им именно он. Господа, припомните вот что, все жертвы истинного божка-пустослова заканчивали жизнь самоубийством. Но один человек стал исключением. Сделав паузу, принц продолжил: как погиб студент Хэ. Что мы помним из представления на кровавом шествии? Он покончил с собой. Ши Цинсюань широко распахнул глаза. Нет, он не покончил с собой, он, Мин, и закончил за него, скончался от изнеможения. Селянь воскликнул: именно. Даже когда злой рок неотступно следовал по пятам, до самой последней секунды студент Хэ не помышлял о самоубийстве, принц сосредоточенно принялся рассуждать, и если как следует подумать, этот человек оказался необыкновенно стойким, ведь простые люди, подвергшись череде таких ударов, несправедливости и несчастью, наверняка давно махнули бы на себя рукой или разрешили бы свои страдания известным способом. Но он не желал сдаваться, ничто не смогло его сломить. Мне думается, что, возможно, прицепившись к нему, истинный божок-пустослов так и не получил того, чего хотел, страха. И даже смерть студента Хэ была вовсе не самоубийством на пике ужаса и отчаяния. Преследуя его, божок-пустослов остался несолоно хлебавши, напоролся зубами на сталь, да и зубы поломал, окончательно ему проиграв. Слушая принца, Ши Цинсюань медленно покачал головой и искренне признался: «Я действительно в подметке не гожусь тому человеку». Селянь тем временем продолжал: «Он погиб, обуреваемый жаждой убийства и затаенной злобой. И я не думаю, что закаленная таким образом душа могла бы столь просто упокоиться в мире. Он наверняка не желал упокоения, он же ждал мести. Поэтому, ваше превосходительство, я считаю, что теперешний истинный божок-пустослов, весьма вероятно, вовсе не та же тварь, что пристала к вам в день вашего рождения. А тот, кто отчаянно сопротивлялся до самой смерти, а после пожрал своего обидчика, истинного божка-пустослова, студент Хэ,
или лучше будет называть его Хэ Сюань, стоило прозвучать его словам, и Ши Цинсюань вместе с Мин и потрясенно застыли. Хуа Чен же бесстрастно добавил: демоны пожирают демонов. И если у человека поднимется рука сожрать себе подобного, самое большее, он лишь наестся до отвала, но если демон вознамерится сожрать другого демона, при верном способе употребления возможно заполучить и присвоить себе способности и магические силы противника. Селянь продолжил: это объясняет, откуда истинному башку-пустослову известно так много деталей произошедшего. Подобные существа обыкновенно характеризуются глупостью и дикостью мышления, они никогда не бывают достаточно умны. Однако за вами явилась тварь. Принц хотел сказать сложное, однако подумал, что это не совсем верное определение. Хуа Чен закончил за него: усиленное. Селянь согласился: верно. Поглотив истинного башка-пустослова, душа студента Хэ полностью заняла господствующее положение. Теперь он обладает не только способностью проклинать, но и немалым умом, а также безграничной ненавистью по отношению к обоим братьям Ши. Поэтому он, хоть и явно уже давно заполучил пароль духовного общения с Ши Цинсюанем, а все же не стал сразу проклинать его посредством мысленной связи. Ему непременно понадобилось действовать постепенно, чтобы шаг за шагом сужать круг, заставить Ши Цинсюаня самогазаткнуть уши, закрыть глаза и запереться в узком пространстве. Словно кот, он загонял в угол мышь, но не собирался сразу убивать, хотел сначала наиграться вдоволь, покуда тот сам не умрет от страха. Подумав, Мин и спросил: теперь, когда все повернулось подобным образом, как ты намерен поступить? Все взгляды обратились к Ши Цинсюаню. Тот сам не заметил, как растрепал свои волосы, совершенно испортив их ухоженный вид. И теперь растерянно произнес: не смотрите на меня так. Я и сам не знаю, что теперь делать. Я просто, пока что не знаю, как смотреть в глаза своему брату. Все-таки родной брат ради него совершил ужасающее преступление, нанес вред человеческим жизням. И теперь вполне простительно, что Ши Цинсюань не знал, что ему делать. Однако, пока что должен попросить вас всех, пока, ни в коем случае об этом никому не рассказывать. Пока что только временно, дайте мне как следует обдумать, как же теперь поступить. Я размышлял уже несколько дней, но так и не нашел решения. В общем, пока мне самому нужно успокоиться, в конце своей речи он уже начал бормотать себе под нос и вновь ставился в пустоту невидящим взглядом. Шиуду все повторял, что намерен излечить Ши Цинсюаня, но разве он чем-то заболел? Его лишь столкнули с божественного постамента, вновь превратив в простого смертного. Чтобы болезнь отступила, придется заново менять его судьбу, заново заставить его вознестись. И хотя очень сложно найти еще одного человека на замену, кто знает, на какие темные методы способен Шиуду. Неудивительно, что Ши Цинсюань все повторял, что теперь хочет быть смертным, а не божеством, и вполне понятно, почему второпях сбежал от брата. Стоит также припомнить список жертв истинного башка-пустослова, в котором обнаружилась масса ошибок. Наверняка он был написан специально, чтобы сбить Ши Цинсюаня со следа и не дать узнать правду. И неизвестно, делали это рук исключительно самого Шиуду, или же Лин Вэнь замешана тоже. Но когда повелителю Вод понадобилось отыскать подходящего по всем параметрам человека, ему наверняка потребовалась в поиске помощь ее дворца. Неужели сама Лин Вэнь могла ничего не знать об этом? И если уж один Ши Цинсюань вознесся подобным образом, в таком случае не появился ли второй, третий или, может, еще больше небесных чиновников, воспользовавшихся тем же способом? Если это и впрямь так, последствия будут ужасны. В Поднебесной воцарится хаос, придется тщательно проверять каждого. Не в пример беззаботному Хуа Чену, которого данное происшествие никак не касалось, остальные трое в маленькой хижине заметно помрачнели, погрузившись в тяжкие думы, словно перед лицом серьезного врага. Внезапно снаружи послышался шум, затем гневное мычание быка, а после крики крестьян: «Задержите! Задержите его!» Чего явился сюда такой воинственный? Селянь выглянул наружу через дверную щель и произнес: «Это генерал Пэй». Пэймину на их глазах только что здорово досталось от Цуаничжэня, размахивающего кушеткой,
но теперь он в целости и сохранности стоял снаружи, перед покосившимся камнем с надписью, который являлся границей. Похоже, генерал Пэй опасался опрометчиво пересекать эту грань, и потому стоял на месте, лишь подняв меч. Крестьяне встретили его с мотыгами и серпами в руках, всем видом выражая враждебность. Черный бык, что расхаживал по полю, испустил из ноздрей пару гневных выдохов, затем вдруг поднялся на задние копыта и вмиг обернулся рослым и крепким мужчиной довольно красивой наружности с небольшим железным кольцом в носу. Мужчина с улыбкой заговорил: «Ба, да это никак генерал Пэй. Редкий гость. Каким ветром вас занесло? Сразу скажу, что никакие деяния вашего Сяо Пэя нас не касаются». Селяне, кажется, посетили кое-какие мысли. А ведь только что, когда они увидели этого черного быка, принцу животное смутно показалось знакомым. И действительно, эти земли оказались владениями повелителя дождя, горой Юйлун. Когда-то именно братец-бык одолжил селяню шляпу повелителя дождя для того, чтобы не спаслать дождь. Столько лет прошло, а он не растерял своей силы и все с таким же усердием и мощью вспахивал поле. Ши Цинцюань тоже приник к просвету и сказал селяню: «Это бык повелителя дождя». Неплохой бык. Пэймин когда-то потерпел позорное поражение от повелителя дождя и теперь, конечно же, весь излучал учтивость, держался достойно и весьма вежливо. «Ну что вы, помилуйте. В этот раз мой визит не предусматривает встречи с государыней Юйши. Хотелось бы узнать, не захаживал ли в ваши благодатные земли его превосходительство, повелитель ветров?»